Отлично, запись пошла. Привет еще раз всем, кто меня смотрит в Инстаграме и кто меня смотрит на Ютубе, вам тоже привет. Девочки, ну что, продолжаем вязать. Мне кажется, что уже многие из вас закончили, даже многие присылали свои работы готовые. И мне приятно, что вы вот так вот взялись ответственно за дело, и для вас вязание вот этого вот реглана было на первом месте, поэтому вы справились с работой гораздо быстрее, чем я. Только начала с вами вязать реглан, догоняю. Ну, ничего страшного. В то же время я знаю, что многие девушки только начали вязать, многие вяжут очень такими маленькими редкими урывками, поэтому не получается нас так быстренько догнать. Вот, уже связала, отлично. Я пробегусь по хэштегу, посмотрю, полайкаю, покомментирую. Я так до сих пор, честно говоря, все ваши фотографии и не посмотрела, не откомментировала. Ну, реально нет времени, девочки. Щас читаю. Мы уже забеспокоились. Нет, все хорошо. Очень рада тебя видеть, Неля, спасибо. Я уже тебя потеряла, Алина, все хорошо. Мы скучали. Подсела на Краснобаева, предлагают хэштег. Прикольно, спасибо вам, девочки. Ну, в целом, я немножко поболтаю. Во-первых, я соскучилась. Во-вторых, я, как всегда, жду 5 минут, пока пройдет, пока все желающие подключатся. Потом начнем вязать. Э, Пока только второй рукав начала, заказ подвернулся, вяжу его. Правильно, заказ, мне кажется, в первую очередь, потому что это развитие ваше не только опыта, но еще и развитие как мастера. Узнаваемость повышает. Ну вот, все у нас нормально, все хорошо. У нас не было электричества. Двое суток мы сидели без электричества. У нас была какая-то плановая, как она называется? Профилактика какая-то была, нам так объяснили. И сказали, что не будет света до вечера. Но это бывает иногда, и, в принципе, дают свет часа, наверное, в 4. Ну, я ждала-ждала, в общем, его не дали. Потом пришел Саша вечером домой, оказалось, что света только у нас нет. И на самом деле это только наша проблема. Пока мы позвонили электрику, пока мы все узнали, в общем, электрик тоже работает и смог прийти только на следующий день вечером, и нам дали свет часов, наверное, в 6. Понятное дело, что у нас еды дома нет, горячей воды дома нет. Пока я сделала все дела, конечно же, в 8 часов я не смогла подключиться в прямой эфир. Я это прекрасно понимала, поэтому сразу отложила все на сегодня. И вот, ура, я с вами. Так что будем продолжать вязать. Мне нужно, наверное, сегодня рукав довязать. Может, не сегодня, может, завтра, но сейчас буду вязать рукав. Еще даже до подрезов не дошла, была занята рисованием плаката сына на выпускной 4 класс. Ну или это так мило. Прикольно, конечно, что такой плакат рисуете. Как вы без электроэнергии столько долго? Да, так дело в том, что у нас плита не газовая, она электрическая, у нас нет газа вообще в доме, и поэтому мы, ну, остались без еды реально. То, что горячая вода и свет, это, ну, такое, интернет, это одно, а вот без еды, конечно, тяжеловато было. Мы съели все, что было в холодильнике готовое. Моя мама у нас гостит, она разожгла печь. У нас во времянке есть печка, вот она ее разожгла, мы там, грели себе чаек, опять же, грели ту еду, которая у нас была, все благополучно доели и стали ждать света. И, в общем-то, в итоге, в принципе, мы, так, знаете, хлебушек с солью кушали, потому что хотели наконец-то дождаться вечера, чтобы уже не готовить что-то основательно, а хотелось дождаться и приготовить на нормальной плите. Но, в принципе, я вот уже писала, что, мне этот опыт понравился, потому что я очень много дел переделала и очень много всего связала, и даже села за вышивку, ту вышивку, которую я уже забросила давно, у меня она немножко продвинулась. У нас нет горячей воды, уже 3 дня страдаю. Ой, ну это плохо, конечно, когда тем более есть зависимость от кого-то. У нас горячая вода просто, ну, кнопочку нажать. Как вы без электроэнергии столько долго? Привет, рада видеть вас снова. Приветик. Вяжу в обед на спицах 2, но обязательно добью. Спасибо за полезную информацию. Ничего страшного, это опыт. Спица номер 2, без воды, без света, как без рук, жесть.
Ну, не так-то уж и плохо, в принципе. Единственное, что проблема была без еды. Все таки тяжеловато, когда не можешь приготовить что-то элементарное. Вяжу сразу 2 свитера. О, это правильный подход. Сашуль, привет, я так скучала, еще в четверг эфир пропустила. Рада, что вижу тебя. Оля, привет, мне тоже очень приятно. Газ боюсь вообще, ну, я тоже боюсь, честно говоря, газ, но, в принципе, у нас, иначе тут никак. Мы очень сильно ждем газ, потому что у нас отопление дровяное. Мы просто закидываем дровишки в печку и топим. Естественно, ночью, мы не отапливаем, поэтому днем, зимой, утром у нас очень холодно, градусов 11 обычно. Днем тоже, пока печка нагреется, пока нагреется батарея. В общем, это очень тяжело. Поэтому уж лучше я буду бояться газа, но зато у меня будет тепло, зимой. Добрый вечер. На костре бы картошку. Да, мы, кстати, костер тоже разжигали, и костер мы сначала на костре сначала грели чай. Как хорошо, что все позади. Да, ничего страшного. Дочь с мужем год без горячей воды, застройщик кинул дом, законы не работают. Ой, ужас, честно говоря. Вот это да, вот это неприятно просто. У нас тоже часто отключают свет, собираемся покупать плитку, чемоданчик на баллончиках. Надо как-то выживать, да. Привет всем, наконец-то я с вами. Сегодня вернулась с отпуска, пропустила много, но постараюсь догнать вас. Приветик! Вам приятной рабочей недели, приятных рабочих дней, если вы из отпуска. Приветик всем, привет, Наталья. Здравствуйте, вы говорили раньше, что резинку нужно вязать спицами на размер поменьше, и говорили, что и на рукавах нужно менять. Расскажите, пожалуйста, когда менять спицы. Когда вы начнете вязать резинку на рукавах, тогда вы свои спицы и поменяете. Ну что, я продолжу вязать. Пока я буду вязать вот так вот с вами. В конце, если мы дойдем, ну вряд ли мы, конечно, дойдем до конца рукава, я обязательно покажу, как я вяжу резинку, как я ее закрываю. Вот, кстати, я пользовалась спицами, сразу видно. Спицы у меня были в ходу, теперь я их назад закреплю. Я покажу вам, как я вяжу резинку. Когда я дойду до этого места, я камеру поменяю. А пока просто вяжем по кругу, следим за убавками. Ну, как бы все то же самое, ничего нового я вам не скажу. Самое главное не запутаться в том, когда что мы убавляли. Вот сейчас, пожалуй, я заново посмотрю, посчитаю, где там у меня что, сколько было убавок, сколько рядов я уже провязала, чтобы... Ой, а ручки-то у меня нет. Сейчас я еще за ручкой схожу. Вот, я вернулась, ручку взяла. Добрый вечер. Приветик, Саша, наконец-то я с вами. Приветик, спасибо за фиолетовые сердечки. Привет, я застряла на 13 выпуске, там оставила вопрос, если будет время, ответь, пожалуйста. Ой, Наталья, хорошо, если под ютубной записью отвечу, я, кстати, туда еще не добралась. Сегодня отвечала на сообщения в директе, их так много было, но мне приятно, честно скажу, очень приятно, что вы пишете. И прям, знаете, так почувствовала себя нужной. Нужной не только, когда я что-то рассказываю, да, полезное, а нужной просто там поболтать вечером. Мне это очень приятно. Так, ну что, вот я 3 ряда провязала после... Да, у меня все правильно отмечено. Вот я вяжу следующий ряд. Приветик, Люда, приветик. Сашенька, извините за просьбу, со мной сынок сидит, смотрит вас и спрашивает, знакома ли я с вами. Могли бы ему привет передать, его зовут Дима. Дима, привет! Если ты слышишь, если ты видишь меня сейчас, приветик тебе, Дима. Мне очень приятно, что ты меня сейчас смотришь. Сиди рядом с мамой, если есть желание, можешь смотреть нас дальше. Дима, привет, классно! Я очень часто передаю деткам приветы, потому что многие детки тоже с мамами сидят и смотрят. Мне очень приятно. Дима, класс. Ну что, я вяжу дальше потихоньку. Как всегда, прошу писать мне что-нибудь, чтобы я, ну, не молчала, знаете, потому что тяжело. Блин, у меня волосы все время вперед лезут. А еще, вы знаете, у меня такая новость. Ну, вас она не касается, но я просто скажу. Саша стал ходить на тренировки, наконец-то возобновил. Он занимается боксом уже 10 лет. И вот он опять возобновил тренировки, опять ходит 3 раза в неделю. И вот как раз сейчас, в данный момент, у него тренировка закончилась. Он добирается домой. И вы знаете, я пока сейчас с вами в прямом эфире сижу, я думаю, вот сейчас Саша придет,
И как-то, знаете, все время хочется у него узнать, как все прошло. Он рассказывает часто, что и как там было. И, сейчас тоже сижу, и так несколько мыслей иногда проскальзывают о том, как там Саша, интересно. Вот, возможно, даже он будет сейчас звонить, потому что я говорила, если ты поздно приедешь, вдруг там, ну, задержится, то я бы его могла встретить. У нас тут, с маршрутки так далековато идти, и, бывает, друг дружку встречаем. Привет, Сашуль, Наргиз, привет, очень рада тебя видеть. Давно не виделись, прямо соскучилась. Я теперь сплю в это время, иначе как зомби днем, но сегодня побуду с тобой немного. Наргиз, конечно, если хочется спать, иди, мы с тобой уже сегодня хорошо пообщались, но если так, у меня уже следующий ряд. Но если есть силы, то посиди с нами, конечно. Спасибо, он сидит с вытаращенными глазами и машет вам в телефон. Спасибо вам, классно. Дима, привет еще раз. Ай, и пропустила. В Новосибирске снег сегодня был. Какой ужас. Ой, какой ужас! У нас ирисы зацвели первые в нашей, так сказать, жизни здесь, в нашем доме, на нашем участке зацвели ирисы. Я хочу все сфотографировать. Надо поймать свет такой, чтобы был не сильно солнечный, покажу вам. И, уже проклиниваются следующие цветочки, так что это наши первые. Моя старшая детка готовится к годовым контрольным и промежуточным аттестациям, бедняжка. Я, наверное, больше на нее каникул жду. Да, я прекрасно, Оля, понимаю, потому что у меня родная сестра, у нее вот сын в прошлом году поступал после 9 класса и сдавал, естественно, экзамены после 9 класса. Как мы всей семьей переживали, мне кажется, больше, чем он сам. Но он хорошо все сдал и поступил на бюджет туда, куда хотел. А сейчас младший сын у нее, он как раз заканчивает 4 класс, и у них там какой-то. Ой, у меня сейчас 3 вместе будет. И у них там какой-то как раз, период экзаменационный. После 4 класса детки сдают экзамены, и мы тоже волнуемся, переживаем все время. Но он тоже благополучно все сдает. Он вообще отличник у нас. Если старший, ну, просто нормально учится, то младший прям вот вообще отличник. И мы очень все время за него переживаем. Поэтому мне это чувство знакомо. Моя сестра Наташа, она, кажется, переживала раз в 100 больше, чем, ее детки. Здравствуйте, из чего связан ваш красивенный кардиган? Здравствуйте. Кстати, столько вопросов по поводу этого кардигана. Это вообще домашняя моя кофточка. Я ее ношу уже, наверное, лет 15, но мама мне ее вязала, когда мне было лет, ну, 13, наверное. Вот. И, это пряжа, это Ярнард пряжа. Тут состав какой-то плохой, тут очень много акрила. Я помню, мы с мамой просто купили пряжу в нашем Белогорске, небольшом городке. Ну вот просто пришли и выбрали. Там нет совершенно никакого хорошего выбора. И вот мама мне связала такую кофту. Я ее носила какое-то время, ну, выходной вариант, так сказать, а сейчас я ее ношу дома. Она длинненькая у меня и не жаркая, что мне очень нравится, потому что тут мало шерсти в составе, она не теплая, но зато вот так вот, знаете, прохладными летними вечерами накинуть мне очень нравится. Но, честно говоря, мне даже просили ее показать в полный рост, так сказать, но я вообще не вижу смысла, ну, потому что реально кофте лет 15. Это не тот случай, которым стоит гордиться и показывать. Ну, спасибо, конечно. Спасибо, конечно. Можно вопрос? Свитерок здоровский на вас. Как он вяжется? Хоть глянуть в инете, чтобы примерно понять. Это вы тоже про этот? Ну, это просто кардиган самый простой, я не знаю, с полочками, с вот таким узором, ромбиками. Видите, тут ромбики. А тут, я так понимаю, воротник, он вот так идет резинкой. Он вообще, ну, должен отгибаться. Но у меня вот он так одевается, я его так и ношу. Как ухаживаете за своими руками? Маски, крема, очень красивые руки у вас. Девочки, спасибо за руки. Я часто стала замечать все больше и больше комментариев насчет моих рук. Прям вообще приятно. Спасибо. Я, ну, честно, никак за ними не ухаживаю, кроме как крем. И все, крем для рук. И, ну, тьфу-тьфу-тьфу, с ними все в порядке. У меня они и зимой себя спокойно чувствуют, и
Ну, в принципе, вообще так нормально. Вот. Но мне кажется, вот знаете, есть у каждого человека какое-то достоинство его, если можно так сказать, которое дано природой. И вот, что б человек не делал, это достоинство, если можно так сказать, всегда будет в форме. Вот у меня, наверное, все таки это волосы и руки, потому что с волосами я тоже ничего такого, знаете, сверхъестественного не делаю, но они у меня нормально растут, не ломаются, не выпадают и все такое. Ну вот стала замечать, что людям нравятся мои руки, мне это очень приятно. Ничем я никак не ухаживаю, ничего не делаю для того, чтобы, ну, они у меня были такими. Мне очень приятно, спасибо вам, правда. Очень красивая кофточка на вас, цвет освежающий. Спасибо, я маме расскажу, что вам понравилась кофточка. Доброго времени всем! Приветик, приветик, Александра. Как это здорово, что встречаете друг дружку. Ну, он меня всегда встречает, потому что, повторюсь, тут идти через поле и идти минут, наверное, 15, он просто волнуется. Ну, я не знаю, вот он стал ходить на тренировки, мы всегда 24 часа в сутки вместе, всегда-всегда. А сейчас мы немножко порознь бываем, и пока он уходит, я уже успеваю соскучиться. Ой, 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 не то нажала. В Анжеро, Судженске тоже снег сегодня был. С утра ветер страшный, потом снег, потом солнышко, но холодно. Ой, ужас, Лена. Ну, мне кажется, что ну, весне уже пора прийти. Мне кажется, даже в самых суровых местах России, ой, я сняла маркер, в самых суровых местах России то уже должна прийти весна. Поэтому всеми силами, которыми только могу, желаю вам скорейшее наступление весны. Скажите, вяжу летний свитерок. Почему-то у меня лучше получается вязать бабушкиными петлями, чем классическими. Почему? Потому что вы привыкли так вязать. Все, это единственный ответ. Если вы будете вязать классическим способом и прям, знаете, так регулярно, постоянно, я имею в виду, не там по 15 минут в день, да, а вот именно долго и регулярно, и постоянно, тогда вы сможете переучиться на классический способ, ну, как это сказать, для себя без каких-то преград. То есть вы просто в итоге поймете, что вы вяжете ровно и классическим, и бабушкиным способом, но это просто дело привычки, вот и все. Больше я вам ничего не могу сказать. Научитесь вязать классическим способом, у вас тоже будут петли ровные, как и бабушкиным способом. Молодец, Саша, как у тебя со спортом? Я пока училась вязать, спина очень уставала и каждый час останавливалась, проходила на беговой дорожке 1 километр. Наталья, да, у меня Саша вообще очень спортивный, он, ну, без спорта не может жить, он реально проходит какое-то время, он понимает, что и организм требует просто, ну, очень требует. Он реально такой спортивный человек, хотя на самом деле он там никакой не качок, и, ну, то есть внешних признаков у него нет, что он спортом занимается. У меня со спортом не очень, потому что у меня плохие отношения со спортом. Ну, не люблю просто физкультуру вообще саму по себе, потому что в школе у меня никогда не было успехов по этому предмету, и я ее не взлюбила вот жестко. А сейчас, конечно, Саша меня все время, ну, подталкивает, что ли, чтобы заниматься спортом. И вы знаете, мыслями я уже в спорте. То есть, мне кажется, мне нужно еще немножко время, придет момент, и я начну заниматься спортом активно. Вот, потому что я уже длительное время об этом прям конкретно задумываюсь. Мне кажется, что Саша мне в этом очень поможет. Ну, какое-то время у меня было, я занималась, но это было, знаете, так, ну, вот как у всех, там месяц позанималась, на 3 года бросила. Это совсем не считается. Всем привет! Саша много эфиров пропустила. Покажи, пожалуйста, что навязала. Привет! У нас тут совсем немного эфиров было, потому что был длительный перерыв. Вот, я связала все до подмышек, до подрезов, и сейчас вяжу рукавчик. Саша, как-то в одном из эфиров рекомендовали пряжу для купальника. Напомните, пожалуйста, какая. Пряжа для купальников Alize Diva Stretch, Alize Diva Stretch. Мы, кстати, совсем недавно вязали купальник черный. Я его сфотографировала, как-нибудь выложу. Вязала мама крючком, знаете, с такими высокими ажурными трусиками. И как раз из этой пряжи. Саша, она во втором классе только. Во втором классе. Это кто?
Я уже забыла, про кого мы общались. Про дочку, правильно, которая сдает какие-то экзамены. Интересно, что после Реглана будем вязать? Я еще не знаю, еще не придумала. Привет, Анжера Судженску. Очень сложное название у города, мне прям тяжело читать. Для купальника Lana Gold Jeans вроде. Нет, для купальника только Alizé Diva Stretch, потому что она очень быстро сохнет, она не растягивается при намокании, и она стретч, то есть она очень хорошо сидит на теле, прям в облипочку, и вы знаете, любую фигуру она делает идеальной, если можно так сказать, потому что пряжа, в составе которой хлопок, для купальников не подходит. Ну, как ни крути, не подходит она. Привет. Тут девочки общаются. Сашуль, мне пора бежать, семья атакует. Хорошо, Нелли счастлива. Досмотрю в Ютубе, очень рада тебя видеть. Всем хорошего, всего хорошего, спокойной ночи. Спокойной. Саша, покажите, пожалуйста, в каком-либо видео, как вышиваете детали. Полина, у меня есть видео про вязание на моем YouTube-канале, про вязание свитера с аранами и с регланом снизу вверх. Там в конце видео я показываю, как я сшиваю изделия. Можете посмотреть этот кусочек, если не хотите смотреть все видео целиком. Там все есть, как я прячу нитки, как я сшиваю. Саша, покажите... это я читаю, почитала. Привет, первый раз вяжу в прямом эфире, все классно, есть вопрос. На рукаве 105 петель, внизу после убавок 67, а надо 68 для резинки 2 на 2. Где лучше прибавить одну петлю? Я бы перед резинкой прибавила. Хотя, если можно, вы можете не делать последнюю убавку, если у вас, ну, это возможно. И тогда вы как раз выйдете на нужное количество петель. Привет, красотка, приветик, девочки, приветик. Так, обычно такие ручки у пианисток. Вы, может, когда-то играли на музыкальных инструментах. Люда, вы как, я не знаю, как просто в воду глядели. Глядите, да, вернее. Да, я играла очень активно в музыкальной школе, 7 лет у меня класс фортепиано, и, ну, я действительно по-настоящему занималась. То есть это не просто я ходила в музыкальную школу, это действительно такой большой отрезок в моей жизни. И, кстати, очень многие потом педагоги из моей музыкальной школы удивлялись и были разочарованы, почему я не пошла дальше. Ну, я просто понимаю, что это не мое. Но у меня очень, да, большой опыт в игре на фортепиано. Я писала об этом, кстати, какой-то пост, по-моему, про то, когда я ходила к своей преподавательнице, поздравляла ее. Там я с тетечкой на фотографии. Можете посмотреть, почитать. Ну, то есть это да, это очень большой отрезок в моей жизни. И у меня даже дома есть фортепиано, но правда я не играю сейчас. Что мама вяжет сейчас? Мама сейчас шьет. Она, кстати, не рядом, она готовит кушать, потому что Саша придет с тренировки, ему нужно поесть, а я в прямом эфире, я не могу приготовить. В общем, мама сейчас готовит кушать Саше. Мама сейчас шьет. Она шьет себе 2 юбочки летние. Ну, знаете, меняет. То вяжет, то шьет. Добрый вечер из Донецка. Донецку привет, Донецку. Да, руки на пианистки похожи. Спасибо, девочки. Ну, прям вообще приятно это читать, что вы так замечаете четко руки, и более того, что вы в точку думаете. Добрый вечер, у нас сегодня 27 градусов было. Добрый вечер, у нас, наверное, тоже, вы знаете, жарко сегодня было. К нам весна не раньше середины июня придет. Ой, так в июне уже лето должно быть, девочки. В Питере сейчас плюс 20, не очень люблю жару, но хоть не снег и ладно. Ну да, для вас это тогда, наверное, комфортная температура. У нас днем жара была, к вечеру отопление включаем. Ужас. Не, мы отопление уже не включаем. Здравствуйте, переучилась Саша на классику. Виктория, здравствуйте, я вас поздравляю. Я всегда с удовольствием читаю про девочек, которые переучились. Очень за вас рада. Это здорово, реально. И мне всегда приятно, что я была к этому причастна. Так, у меня теперь ряд с убавкой. Болящая спина — это проблема, я тоже мучаюсь иногда. Ну, это, наверное, спорт решает все-таки, девочки. Какая-то минимальная физнагрузка хотя бы должна быть. Но у меня с этим все в порядке, у меня ничего не болит, слава богу.
Э, Всем привет, мне вас плохо слышно, нельзя чуть громче звук сделать. И у меня тут громче звук не сделаешь, я вот как есть, так и есть, как сижу, так и говорю. Если плохо слышно, можете надеть наушники. Ну, как я громче звук сделаю, только могу громче говорить. У меня очень зрение упало, как вязать начала. Ой, очень красивая кофточка у вас, спасибо. Приветик. Звук хороший, проверьте у себя звук. Вы можете у себя сделать погромче или надеть наушники. Как же хочется побыть с вами, но надо спать. Заранее спокойной ночи, ровных 7 петелек. Спасибо большое, вам тоже спокойной. У Саши звук на максимуме, больше никак, отрегулируйте, проверьте у себя. Спасибо, что вы пишете это. К сожалению, вопрос регулярный. Про звук все время у кого-то не слышно. Для купальников также софист подходит. Не знаю, девочки. Если там стретч и пряжа больше синтетическая, то да, наверное, тоже подойдет. Если бы вы делали убавки по 2 петли и 1 посередине, то вы бы петли разворачивали, чтобы бабушкины были, и провязывали в одну? Да, я бы разворачивала петли, конечно, чтобы одни смотрели в одну сторону, другие в другую, 2 вместе. Да, это обязательно. В том-то и смысл, что нужно понимать, как петля расположена и как ее связать так, чтобы было красиво. У меня тоже тихо, извините, девочки, ничего не могу сделать. Привет, про купальник. Злата купила себе Ализе Дива Стретч, а про наш реглан связала уже весь свитер, осталось 33 дочков рукава. Юля, молодцы вы. А выбор насчет купальника хороший, я же как раз эту пряжу и советовала. Привет, я на секундочку. Привет, Ульяна, приветик. Так, попробуйте в наушниках. Да, кстати, в наушниках громче говорят. Привет из Перми. Привет, Перми. Я тоже играла на специальность вокал. Я сначала училась на специальности вокально-хоровое отделение. Но потом, когда моя преподавательница по фортепиано увидела во мне какие-то способности, она мне предложила перейти на фортепианное отделение, и я перешла. Привет с Владикавказа. Приветик. Всем привет, давно не виделись, успела соскучиться по эфирам. Приветик. Это реально у меня тоже так, тоже соскучилась. Вы придерживаетесь правильного питания? Я нет, потому что я, честно говоря, немного даже, знаете, обжора. Я люблю покушать, я люблю вкусно покушать. Ну и так как тьфу-тьфу-тьфу, фигура мне это позволяет, то я стараюсь есть, конечно, не прям колбасу, майонез. Ну, майонез я, конечно, ем иногда, мне хочется. Но вот, например, колбасу, какие-то вредные продукты, даже не знаю, что еще сюда входит. Но есть список продуктов, которые мы никогда не употребляем. В принципе, у меня Саша все время следит за питанием, он любит кашки, любит какие-то совершенно не жареное мясо. У тебя видно. Мама пришла. И, кстати, долгое время мы питались раздельно, то есть мы ели отдельно белки, отдельно углеводы, мы похудели, конечно, но тогда нам было очень хорошо, очень легко себя чувствовали. Саша периодически не ест мясо, не ест сладкое, ну, в принципе, он ест сладкое, но в основном чаще он не ест. Ну, то есть как-то он всегда старается следить за питанием, а я ем все подряд. Сашенька, покажите, на каком этапе свитер. Ой, вот только-только показывала, я вяжу рукав. Вот. Только первый рукав. Приветик всем. Сегодня очень хорошо слышно. Наверное, потому что я активно разговариваю громко. Привет из Москвы. Приветик. Всем привет. Ира, привет. Ира Киевская. Как жаль, что я опоздала с вами вязать. Теперь все изучаю на ютубе, одной скучно. Ну вот подключайтесь к нам, вяжите свой этап, который вы сейчас вяжете, а на ютубе будете смотреть, ну, уже и делать расчеты, то есть основательно к этому подходить. А с нами просто тихонько вяжите то, что вы вяжете сейчас. Сашенька, для особо одаренных повторите, пожалуйста, хэштеги наши. Я отстаю от вас, но на ютубе вяжу с вами. Хэштеги, ну, конечно, если я скажу, то будет непонятно. Вяжем с Краснобаевой реглан. Это все через нижнее подчеркивание. И второй хэштег, все одним словом, Саша нас плохому не научит. Это все вы придумали, эти хэштеги. Я лишь поучаствовала в выборе. Я тоже обжора. Дайте 5 тогда, если вы обжора. Подсела на Краснобаева. Это новый хэштег. Мне понравилось. Прикольно.
Отлично связала реглан сверху, теперь попробую освоить снизу по видео. Да, там полуторачасовое, по-моему, видео у нас. Тоже я все очень... Ой, нет, сейчас не надо. Тоже все очень подробно рассказываю. Привет, недавно вернулись из поездки, посетили Севастополь, Бахчисарай и другие замечательные места. Как там у вас в Крыму? Классно. Привет, могли бы, конечно, и к нам заехать. Или написать, чтобы мы с вами встретились. Ну ничего, в следующий раз будете, пишите. С зимней разницей во времени мне было удобнее. Сейчас как эфир, так у нас каши, люли-люли. Я понимаю, Ульяна, что время может быть как раз такое, когда для ужина и для прочего. Всем привет, привет. Саша, ты левша или камера не так настроена? Нет, я не левша, я правша. Вы видите меня в зеркальном отражении. Камера фронтальная, поэтому так получается. Я правша, вот моя правая рука. Всем привет, приветик. О, я дочитала до конца. Я думала, там много-много, а я дочитала до конца. Все хорошо. Фух. Ну, конечно, рукав я сегодня не довяжу, но ничего, довяжу завтра. Пока еще у нас есть с вами время, мы 30 минут только пообщались. Так что, возможно, завтра успею довязать. Тогда завтра покажу вам, как я вяжу резинку и как я закрываю петли. У нас утро, всего 10 утра. Утро? А где вы находитесь? Привет из Астрахани. Приветик, приветик. Я раньше запоминала все города, кто меня смотрит. Сейчас, конечно, уже все очень сильно перемешалось, и мне кажется, что, ну, там этих городов, наверное, уже миллион, я не знаю. Вы постоянно каждый раз пишете новые места, откуда вы меня смотрите. Так. Можно быть обжорой, но питаться правильно. Я вот тоже покушать люблю, но питаюсь правильно. Ну да, согласна с вами. Кстати, Саша у меня тоже очень сильно любит покушать. Ему надо вот 5 раз в день. Обязательно, чтобы еда была разная. Ну, то есть он вряд ли будет кушать 5 блюд, 2 из которых он будет кушать, например, 3 раза в день. Ну, или 2 раза в день. Поэтому все время приходится придумывать 5 разных блюд каждый день. Ну, что делать? Но в то же время, да, он любит максимально простую еду. Вот я уже, кстати, про это тоже писала. А мне наоборот, мне нравится там еда, как из столовой, всякие подливки, котлетки, может быть, там варенички, какие-то пельмени или макарошки тоже с какой-нибудь подливкой. Ну, то есть что-то посложнее. Саше вот просто постная каша без масла, ему в самое то, он будет счастлив. Он вместо какого-нибудь там плова он выберет просто вареный рис, можно даже без соли, ну, то есть совсем чуть-чуть соли, без масла и без всяких подливок. Саша, мама моя, привет вам передает. Спасибо маме тоже большой привет, Вика, очень приятно. Здравствуйте, вот это скорость. Здравствуйте, Юля. Так, у меня опять убавка. Ну, не знаю насчет скорости, мне многие пишут про скорость, хотя мне кажется, что, да, обычно у меня скорость. Ну, тут я не считаю, что у меня какие-то супер сверхспособности. Так, я вижу 3 вместе, поэтому я так немножко сосредоточена. Так, связала. У меня опять левой смотрится. Ну да, вы смотрите в зеркальном отражении. Если бы вы смотрели так, как есть, то вот эта рука была бы у меня немножко в другой стороне, правая. Кстати, все пересчитала и нашла ошибку. Вот прибежала с тренировки. О, здорово. Я всем говорю, ищите ошибки, пересчитывайте, вы сами поймете, что у вас не так. И вот как раз очень много людей как раз смогли пересчитать, и все сошлось. Привет, так скучно без тебя было. Привет, Оксана. Я тоже скучала по эфирам. Марина в США. Ну, конечно, да, у вас там совсем другое время. Прикольно, меня смотрят в США. У нас половина первого ночи. Ой, совсем уже, точно ночь. Привет из Казахстана, привет. Вот в Казахстане знаю тоже, сейчас уже поздно. Добрый вечер, не поверите, переживала, не случилось ли чего. Добрый вечер, Наталья, вы не одна. Мне писали
в директ. Я вот сегодня, повторюсь, разбирала сообщения, мне писало очень много человек, что случилось, не заболели вы, будут ли еще эфиры. Девушка написала одна: Саша, живы ли вы? Ну, то есть, действительно, многие переживали, так что вы не одна. Но мне кажется, если бы я заболела, я бы что-то бы черканула куда-нибудь бы, где-нибудь, как-то бы отметилась. Но все было гораздо проще, у нас просто не было электричества. Саша, возможно, уже говорили об этом. Можно немного о том, как рассчитать стоимость изделия на заказ? Ну, говорили, так знаете, вскользь, потому что у меня нет формулы. Я ни разу не пользовалась каким-то конкретным расчетом. Поначалу я вязала по стоимости вещей, которые продаются в обычных магазинах. Вот акриловые свитерочки всякие, которые дешевенькие, я сначала вязала по этой стоимости свои вещи. То есть неважно, сколько пряжи стоит, ну, в основном там совсем копейки я получала за свою работу. Потом я просто немножко стала потихоньку повышать цены, по чуть-чуть повышать. Потом я остановилась и стала вязать, ну, вот с какой-то конкретной ценой. Это еще было при Украине. И, честно говоря, я никак не высчитывала, то есть просто понемножку прибавляла стоимость. Потом, когда мы перешли в Россию, я уже прикинула, сколько может стоить такая вещь, и тоже поставила цену, ну, знаете, как у всех. То есть я посмотрела, как там у конкурентов, сколько что стоит, и примерно поставила эту цену. Но сейчас уже, когда я оцениваю работу на заказ, я просто знаю, что у нас такая-то вещь столько-то стоит, такая-то столько-то. Потому что мы их уже столько перевязали, у меня, знаете, как-то уже, ну, на автомате получается. Но что вам могу посоветовать, что, кстати, я сделала, то есть я сначала поставила цену, а потом я посчитала свою работу за 100 метров пряжи. 100 метров. Подождите, за 100 метров или за час? Вот это я все время забываю. За 100 метров, да, верно, за 100 метров пряжи. То есть я взяла, мне не важно, какой узор, многие девушки, знаю, прибавляют стоимость, если узор сложный, если цвет черный у пряжи. Мне наоборот, чем сложнее узор, тем приятнее вязать. То есть я не прибавляю к стоимости сложность узора. Я беру работу за... Не то, что беру, я просто потом посчитала, сколько стоит моя работа за 100 метров пряжи. И в итоге, вы знаете, вышла очень даже для меня хорошая цифра. То есть я оказалась довольна. И я предлагаю вам сделать то же самое, только наоборот. Вы можете посчитать, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Вы можете посчитать свои рабочие дни, сколько вы в месяц работаете. Вы можете посчитать, сколько вы в день работаете. Вы, может, вяжете в день там по 3 часа, например. Точно так же вы можете прекрасно посчитать, сколько у вас рабочих часов в месяц, сколько за час вы можете связать метров пряжи, или можете посчитать свою работу за час. И таким образом вы определитесь, сколько стоит ваш один рабочий час или ваши рабочие 100 метров, если можно так сказать. Соответственно, вы знаете, сколько вы вяжете одно изделие по часам. Посчитайте как-нибудь. Я, например, прекрасно знаю, сколько часов я вяжу одно изделие. Ну, понятное дело, что изделия разные, то есть там плюс-минус нужно уже решать. И после этого вы сможете прекрасно понять, сколько вам нужно за работу взять денежек, чтобы вы смогли в месяц зарабатывать ту сумму, которую вы хотите. Ну и плюс прибавляйте пряжу. Пряжа может быть дорогой, чуть побольше прибавили, пряжа может быть дешевой, чуть поменьше прибавили. Ну вот это мой вам совет. Ну и также я рассказала, как я это делаю. Нужна карта, на нее флажки навешивать. Да, мне уже советовали заводить карту и вешать флажки, кто меня смотрит. Точно так же я делала с заказами, откуда у нас были заказы, а вот сейчас уже нужно делать с просмотрами, кто меня смотрит. Саша, придумайте, что будем дальше вязать, пожалуйста. Не знаю, честно, вообще не думала, даже в голове ничего не сидит. Я детсадовскую советскую еду обожаю. Я такая же, Женя, я очень люблю столовскую еду. В детском саду тоже у меня были любимые блюда, но были и нелюбимые, которые вот прям вообще не могла есть. Я параллельно еще шаль вяжу крючком, уже заканчиваю, так что, Сашенька, нужно думать, что будем вязать еще. Но после реглана, я думаю, сделаю небольшой перерывчик какой-то в вязании в эфире.
а потом будем думать, может быть, что-то еще будем вязать. Я смотрю из Италии, город Салерно, у нас 19:38. Маме привет, красивая у тебя мама. Спасибо большое, привет передам. Спасибо вам. Просто многие очень медленно вяжут, может, опыта мало. Ну, вы знаете, не всегда это от опыта зависит. У нас вот девочки, которые работали вязальщицами, были такие, которые вяжут всю жизнь, которым уже там за 50, а вяжут медленно. Не знаю, честно говоря, от чего зависит. Ну, конечно, да, от опыта все-таки зависит тоже в какой-то степени. Говорит, дали, значит, свет, да. Мама в курсе, дали. Про скорость вспоминаю, как мама говорит, эта девочка за сутки, за день связала, не за год, вот эта скорость. Но это да, это реальная история, я писала. Кто не в курсе, я писала, как я вязала свитер за 24 часа. Можете почитать, есть она у меня. Там отмечено на фотографии текстом "свитер за 24 часа". Ну, так и есть. Я, конечно, такой подвиг больше не повторяла, потому что это очень тяжело. Но это было. Родилась в Казахстане. А как вы в США перебрались, интересно? Тоже люблю еду из столовки, кашу, рис, размазню и хлебные котлеты. Да, точно, вот каша размазня, вот это вы правильно написали, именно это я люблю. Тоже в Джез, Казанской области. Ого, город Приозерск, в Казахстане родилась. Тут, кстати, много девушек из Казахстана, я уже многих даже знаю. Родилась в Алмате, но прожила все время в Караганде, а потом в США переехали, да? У меня где-то есть формула для вычисления стоимости вязания, нужно вам сбросить. Ну, честно говоря, мне эта формула не нужна, потому что, я же говорю, мы уже так много вязали, я уже четко знаю, что сколько стоит. Но просто интересно, знаете, для общего развития, так сказать, посмотреть, как другие мастера рассчитывают. Да, кто хочет формулу, запомните девушку или сделайте скриншот. И я думаю, она вам, думаю, скинет. Правильно? Не пожалеете же, вы скинете девочкам, кто хочет. Привет из Турции. Турции привет. Кстати, из Турции меня многие тоже смотрят, это знаю. Саша, личный вопрос. Лучше в Украине жили или в России? Ну, 50/50. Вы знаете, есть плюсы и там, есть плюсы и там, точно так же, как и минусы. Я не могу сказать, где лучше, где хуже. Приветик, Саша. Я пока не с вами, отдыхаю в Карпатах, но обязательно вас догоню. Приятного вам отдыха, Вика. Я помню ваш свитерок, очень хорошо помню, потому что вы мне прям каждый процесс высылаете, так что жду продолжения. Хорошо вам отдохнуть. А у меня параллельно две э, мистерии вязки. Это правильно. Чем больше вяжете, тем интереснее. Мне точно так же в данный момент. Предлагаю рассмотреть как вариант вязания вточного рукава. Немногие могут точно рассчитать его. Юля, у меня есть видео очень подробное на ютубе про вточной рукав. Тоже можете посмотреть. Я тоже там свою технику вязания этого рукава раскрываю. Вот как я это делаю, так я и рассказываю. Там тоже много расчетов, там таблицы. Если не видели, посмотрите. Саша, видать, они все такие. У меня тоже муж Саша тоже любит покушать. Не знаю, все ли такие Саши, но мой Саша любит. Выиграли грин-карту, класс. Очень хорошая идея про вточной рукав. Ну вот, хорошо, значит, кто не в курсе, идите ко мне на YouTube-канал, у меня там есть видео очень подробное про окат. Кстати, оно достаточно популярное, потому что знаю, многие девушки по моему видео научились вязать красивые окаты, даже скидывали фотографии, мне понравился результат. Разглядываю планочки на кофточке, которая на вас. Что за рисунок? Сейчас еще раз покажу. Я уже показывала его. Это ромбики. Вот они, ромбики. Ну, я думаю, понятно. Тут, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Из какой пряжи сейчас вяжете? Вот это я вяжу из пряжи Картапу Меланж Вул. 80% акрила, 20% шерсти. Всех приветствую, приветик. Сашуля, подскажешь на мужской реглан, какую лучше линию мужскую? В смысле регланную линию? Какой длины? Это просто берешь свитерок мужа и измеряешь. Я не знаю, мужчины настолько разные. Есть совсем худенькие, есть совсем большие. Нет определенного количества сантиметров, которое подойдет для всех мужчин. Тем более фасоны у свитерочков разные.
И я завточной рукав. Хорошо, давно не была в прямом эфире, в ютубе учусь реглану, рада вас видеть, свитерок довязываю, остался один рукав. Спасибо, мило, я думаю, что у вас все получилось, если вы уже довязываете. Поделюсь со всеми, поделюсь расчетами ну, своей работы. Привет, в интернете погуглите, есть формулы расчета стоимости и даже расчет, сколько пряжи покупать на изделие. Я не люблю эти все формулы, я всем вам, ну я имею в виду формулы расчета пряжи. Формулы расчета стоимости это такое, как бы каждый сам решает. А вот формулы расчета пряжи я не люблю, потому что я всегда всех вас призываю, все время говорю это в своих видео, я призываю ориентироваться на свою голову. То есть если вы будете полагаться на интернет или там на какую-то вязальщицу, кто-то подсказала, или на какие-то вот формулы, да, например, то вы не будете работать головой. Самое важное начать думать самостоятельно. Тогда вы сможете с помощью своего опыта накопленного потом без интернета легко обходиться и рассчитывать количество пряжи, которая вам нужна на любое изделие. Вот я все-таки за это. Поэтому, чтобы тренировать свой мозг, чтобы набираться опыта, я не пользуюсь никакими такими формулами. Что со светом было, я рассказала в начале видео, что было со светом. Ну, там проводок небольшой отошел, и не было света у нас, именно только в нашем доме. Пока ждали электрика, вот как раз прошли сутки. А в первые сутки мы, честно говоря, не сообразили, что нет света только у нас. Потому что были профилактические работы, и мы просто ждали, что свет нам дадут. Вот, звонит Санек, скорее всего, он подъехал уже, наверное, идет. Так что будем сейчас уже скоро с вами прощаться. Ой, ой, что это у меня все тут отключилось? Сейчас, подождите. Все, я тут. Ужас, я включила ответ на звонок. Как рассчитывать прому? Вот в видео про окат я эту тему затрагиваю. На каких спицах сейчас вяжете? Спицы номер 6, если вас интересуют миллиметры. А если название, то спицы Ади полноразмерные. Саша, я не очень понимаю, как рассчитать пройму по аналогии оката. Самый низ оката у нас, самый низ, вот это первое закругление, это наша пройма. Она полностью совпадает, то есть окат, начало оката и пройма полностью совпадает один в один. У меня планируется видео на эту тему, я как-нибудь вам сниму, расскажу. Но, в принципе, там все одно и то же. Я почему не снимала это видео? Потому что, ну, там элементарно, вы как в окате начало свое делаете, вот этот вот полукруг, точно так же вы его делаете в пройме. Эти две части в изделии совпадают. Всем здравствуйте, здравствуйте. Мы тут уже прощаемся скоро. Из Феодосии приветик. Вчера все распустила, провязав весь реглан, не сошлось у меня количество петель, начиная сначала. Не волнуйтесь, Оля, это опыт. Вы обязательно поймете, в чем была ошибка, и зато уже больше никогда в жизни вы такие ошибки делать не будете. Это ничего страшного, тем более я знаю девочек, кто много раз распускал. Это, ну, такое нормальное. Саша, здравствуйте. Вы вязали платье кейп? Нет, не вязала, нет. Сашенька, скажите, реглан анатомически сложнее, чем обыкновенный? Не вязала анатомически, не думаю, что он сложнее, просто есть, наверное, свои тонкости. Я вяжу вот такой обычный, в принципе, всегда. У меня готов уже один свитерок, сейчас на втором свитерочке тело уже готово. Вот с тобой рукав вяжу, Оля, ну шустрая. Сегодня только начала, до проймы дошла, буду вас догонять. Еще пришлось переучиться на классические петли. О, это круто, я вас очень поздравляю. Получается намного ровнее петельки. Отлично. Молодцы вы, что переучились. Очень этому рада. Привет из Ташкента. Это ваш дом? Да, это мой дом. Я нахожусь у себя дома. Сашенька, поделитесь с нами как-нибудь, как правильно рассчитать расход пряжи. Ну, честно говоря, я на глаз рассчитываю. Ну, вот прям на глаз. Не знаю даже, у меня нет, я же говорю, какой-то особой формулы, это просто все мой опыт. Я смотрю на изделие, я понимаю примерно плюс-минус там один моток, сколько на него уйдет. Может быть, когда я приду к чему-то такому конкретному, я вам расскажу, как я это делаю, но пока это просто на глаз.
Саша, у тебя на странице крутое платье, в котором ты на аватарке. Поделитесь, как вы его вязали. Платье. Я там на аватарке в свитерочке. Что за платье? Если вы имеете в виду синее с вырезом на спине, это платье не вязаное, это шитое, мне шила его мама. По моему, кстати, ну, эскизу, если можно так сказать. Мой муж посмотрел на расчеты Реглана и задал вопрос, свитер я вяжу или небоскреб строить собираюсь. А подруга, пока я вязала, назвала рукоблудницей. Ну да, реально, эти все расчеты, они всегда пугают. Я очень часто замечаю, когда начинаю что-то рассказывать, очень многие ойкают. На самом деле там же все понятно, но вы же сами понимаете. Обычно никогда не ошибаюсь в расчетах пряжи. Знакомая продавец в магазине пряжи, когда я к ней прихожу, спрашивает у меня, сколько и для чего нужно. Вот. Какое-то внутреннее, да, есть чувство. У меня также было с несовпадением петель, распустила, пересчитала и кучу ошибок нашла, так что не расстраивайся. Да, спасибо вам за поддержку. Мне кажется, что не многие так делали, распускали. Спасибо за пояснение, буду пробовать еще раз вязать пройму. Да не за что, девочки. Так, у меня следующие 3 вместе. Сейчас уже будем прощаться, тем более уже Саша идет домой. Будем прощаться, у меня тут уже 50 минут. А, на Осивии? Платье на Осивии? Я не помню, девочки. А, имеется в виду в Инстаграме или где? На странице Осивия в Инстаграме. Да-да-да, я показывала процесс вязания этого платья, но даже не знаю, как поделиться, потому что там, ну, действительно были расчеты, оно снизу уже, кверху оно шире. Рукав там, кстати, там спущенное плечо, там не вточной рукав, просто вот такой обычный, ну, трапециевидный, если можно так сказать. Ну и V-образный вырез. Ну, я не знаю, как объяснить, как я его вязала. То есть вязала я его не просто начала и пошла вверх вязать. Там действительно были более-менее такие, ну, незамысловатые расчеты, но они были. Наши руки не для скуки, да. Мамочка умница, вяжет и шьет. Мамуле, привет от нас. Спасибо, она вяжет и шьет, она вышивает бисером, она занимается пэтчворком. Что она еще делает? Ну, она, честно говоря, все делает, все, что в рукоделии есть, все она умеет. Видео нет по нему? Нет, по нему нет видео. Нет. Ну и не планируется. Я вот его один раз вязала, пока не планирую вязать еще. Ну что, девочки, 52 минутки, давайте, наверное, будем прощаться. Завтра я довяжу свой рукавчик, покажу вам, как я вяжу резинку. Мне тут совсем чуть-чуть осталось, я вот почти-почти довязала. А пока пойду Сашу встречать, я думаю, что он уже минут через 10 придет. Только когда вяжешь оборотными рядами, все равно не такие ровные петли, чем когда по кругу лицевыми. Да, потому что у вас изнаночные, вам нужно просто над изнаночной петлей поработать, тогда будет все еще более ровное. Изнаночные, как правило, труднее даются, чем лицевые бабушкиным способом. Все, буду прощаться, спокойной ночи. Ну, извините, что я немножко не досидела до часа. Завтра, я думаю, мы с вами обязательно продолжим. Сейчас покажу, что у меня тут получилось. Вот я уже, видите, какой рукав связала. Вот моя сторона с убавками. Вот мои все убавки. Тут, ну, видно, да, что уменьшается потихоньку рукавчик. Видно, где я убавляла, но в то же время полотно цельное, без всяких, ну, каких-то, знаете, без всяких бугорков, что ли. Вот. Вот мои убавки, вот мой рукавчик. Вот, совсем чуть-чуть мне осталось довязать. Можно даже и померить свитерок, чтобы посмотреть, подходит ли мне такой рукав. Все. Пока всем, все прощаются, девочки. Я молчала весь эфир, хочу побыстрее закончить заказ, но я все слушала. Женя, спасибо, что ты со мной. Спасибо за эфир. Час на одном дыхании. У меня точно так же. Саша, иди встречай Сашей, спокойной ночи. Не буду пропадать, все, давайте, счастливо. Я сейчас буду загружать видео на YouTube, так что, ну, кто пропустил начало или кому нужно конкретнее что-то посмотреть, то все будет скоро на YouTube. Все, всем пока, до завтра. Завтра всех вас жду снова в 20:00 по Москве. Если у нас ничего не отключат, то буду с вами. Все, пока, спасибо вам. Так, и тут я отключаюсь.